Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами на Новой площади. Это площадь в Москве, расположенная в Тверском районе между Лубянской и Старой площадью. И я рад вам сообщить, в самом центре Москвы открылся новый пешеходный маршрут, по которому мы с вами пройдем. Он протянулся от центрального детского магазина через Лубянскую площадь, сквозь Политехнический музей и Ильинский сквер на Китай-городе до парка Зарядье. И если идти без остановок, то весь маршрут примерно займет около 15 минут. Вот так вот на пути этого маршрута эффектно выглядит и сам Политехнический музей. Мы с вами записывали прогулку по противоположной стороне вокруг музея. Я прилагаю ссылку. В правом верхнем углу вы ее видите, пройдя по которой вы сможете повнимательно рассмотреть то, что окружает это прекрасное здание. Мы же с вами в этом сюжете будем двигаться параллельно музею по улице Новая площадь в сторону Старой площади и пройдем через Ильинский сквер. Вас будут окружать красивые виды города, удобные пешеходные дорожки, кафешки, лавочки. Как вы уже успели заметить, город тщательно убран. Его подготовили городские службы, и на протяжении всего вашего пути есть прекрасная навигация. Она вам позволит понимать, где вы находитесь, куда вы движетесь. И вот как раз всему пример. Но если вы решите неторопливо прогуляться под музеем, посидеть на скамейках у амфитеатра или полюбоваться отреставрированным фасадом политеха, то на это, конечно же, уйдет время, но поверьте, оно того стоит. Территорию амфитеатра замостили гранитной брусчаткой с функцией зимнего подогрева. Система включается при переходе температуры от нуля к минусу, поэтому у вас не будет какой-то дискомфорт, вы спокойно рассмотрите дизайн и самого парка с амфитеатром, и пешеходной зоны. Итак, мы добрались до Ильинского сквера. Обратите внимание, есть вот такие точки проката, и если вы подустали, то можете воспользоваться прокатом транспорта. Есть разнообразные, от самокатов и велосипедных обычных единиц и до электротранспорта. Точки смотрите на карте города, либо обращайте внимание на нашем маршруте, они в кадр все-таки попадают. Итак, мы добрались до Ильинского сквера. Он небольшой, примерно 2,2 гектара. Это исторический сквер в центре Москвы, разбитый еще в 1882 году и расположен внутри прямоугольника, образованного проезжей частью площади Ильинские ворота, Старой и Славянской площадей и Лубянского проезда. Сквер представляет собой озелененное пространство с извилистыми аллеями и лавочками. Несмотря на кажущуюся неказистость, его территория является памятником садово-паркового искусства. На противоположных концах сквера расположены два памятника. В северной части у площади Ильинские ворота памятник героям Плевной, мы его видели, а в южной части у Славянской площади памятник Кириллу и Мефодию, мы его, конечно же, увидим. До обустройства сквера, изначально называвшийся Лубянским, местность имела славную историю. При Иване Грозном здесь размещались Стрелецкая слобода, при Петре Первом возвели Блаверки. Ну а после Отечественной войны в 1812 году, когда ветхие Петровские Блаверки разобрали, на месте будущего сквера образовался пустырь. И на северной стороне стояли лавочки, а на южной торговали рыбой. А оставшаяся посередине часть была частично занята различными складами. И в начале 1880-х годов пришло понимание, что пространство следует облагородить. Ну и территория была расчищена и засажена деревьями. То есть, в принципе, не так уж сильно все изменилось с того времени. Вблизи Ильинских ворот был установлен памятником героям Плевны, как я уже сказал. Ну а в 1992 году появился симметричный ему памятник Кириллу и Мефодию, который вы увидите. В остальном он же практически таким же и остался. Изменилось, скорее всего, его окружение, чем он сам. Ну а в летние месяцы сквер становится популярным местом для уединенного отдыха. Несмотря на расположение внутри прямоугольника из дорог в шумном центре, в нем бывает
удивительно тихо, и отдыху москвичей ничего не мешает. И мы с вами добрались до Славянской площади. В рамках проекта «Магистраль» на Славянской площади создали транспортный узел со светлыми крытыми павильонами. То есть есть табло прибытия, Wi-Fi с зарядными станциями для гаджетов, для пожилых людей и маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками организовали удобную посадку на автобусы. Рядом разместились стоянки такси и станция городского велопроката. По всей площади появились наземные переходы для пересадки на другие маршруты. Все транспортные объекты выдержаны в едином архитектурном стиле, и на территории транспортного узла создана зона, свободная от движения машин. Появилась на Славянской площади и новая система навигации. Впервые все остановки пронумерованы, чтобы горожанам было проще ориентироваться в большом количестве маршрутов, облегчили поиск нужного автобуса, ну и помогли со схемами узла, с картами сети и указателями при выходе из метро. В любую точку центра столицы от Китай-города на общественном транспорте теперь можно добраться всего лишь за 20 минут. Итак, мы вышли с вами на Китай-городский проезд. Это довольно интересная для посещения улица. Расположена на окраине исторического района Китай-город в центре Москвы. Длина проезда примерно составляет около 400 метров. Он проходит от Старой и Славянской площадей до Московской набережной. Проезд проходит вдоль реконструированного участка Китай-городской стены, которую вы видите. И он стал его основной достопримечательностью. Ну а позади стены уже расположен парк Зарядье, к которому мы с вами движемся. И ближе к Москворецкой набережной проезд идет уже вдоль территории парка. Его часть открывает неплохой вид на ультрасовременное здание, которое вы увидите. Это будет здание Московского концертного зала «Зарядье», а также церковь Зачатия Анны, что в углу. Ну и вот мы как раз добрались до парка Зарядье. В двух словах я сейчас опишу, что здесь можно встретить и увидеть. Итак, концертный зал в Зарядье, то есть это инновационный филармонический концертный зал с амфитеатром, самый грандиозный новый объект в парке. Крытый большой зал рассчитан на 1500 зрителей, ну а малый зал на 400 мест. Есть большой амфитеатр, это открытый амфитеатр на 4000 мест. Располагается он на крыше концертного зала под стеклянной корой. Соединен он с концертным залом подземными переходами, и вне мероприятия общедоступное место для отдыха с панорамами на Кремль, на Сталинскую высотку, на Котельнической набережной. Все это можно рассмотреть. Ну а стеклянная кора — это главная особенность комплекса. Это уникальная стеклянная конструкция с солнечными батареями, накрывающая холм концертного зала и амфитеатр. Не имеет внешних стен и круглый год поддерживается особый микроклимат. Летом свежий, зимой тепло. Ну и под корой находится сад с субтропическими растениями. Значит, открытие самого парка Зарядье в Москве состоялось в День города 9 сентября 2017 года, и с того момента парк работает ежедневно. Посетить его может любой желающий, потому как вход бесплатный. Парковая зона располагается рядом с Московским Кремлем и одновременно в историческом районе, где до 2006 года находилась знаменитая гостиница «Россия». То есть строительство парка Зарядье велось с 2014 года. Новые достопримечательности парка — это вот концертный зал, который мы видели, амфитеатр, ледяная пещера вы увидите, медиацентр, парящий мост, подземный музей, отель площадью 65 тысяч квадратных метров, рестораны, кафе. Далеко не все объекты пока доступны, потому как что-то доделывается, подстраивается. Но, тем не менее, на территории сохранены и исторические объекты. Это палата Романовых, старый английский двор, Китай-городская стена, которую мы видели, комплекс доходных домов и 9 храмов-памятников федерального значения, включая церковь Зачатия Анны, которую вот мы прошли. Она была напротив концертного зала. Парящий мост
который вы видите, это воздушная V-образная конструкция. Парящий мост — это верхний уровень парковой набережной. Рассчитан он на нагрузку до 240 тонн, это примерно 300-400 человек одновременно. Длина выступающей над берегом и Москвой-рекой части около 70 метров, и под ней, обратите внимание, нет опор, что и послужило основой и названием «Парящий мост». Полная длина моста примерно 250 метров. Несущая конструкция бетонная, декоративные элементы в основном изготовлены из металла, а прогулочная часть имеет деревянные настилы, высокие прозрачные ограждения. Ну, вообще, сам по себе ландшафт и растения, которые окружают, парк создавался по принципу природного урбанизма, разбит он на искусственном основании над подземными объектами. Ну, а особенности у него такие, то есть площадь самого парка Зарядье — это 10,2 гектара. То есть это общая площадь всех объектов на территории, примерно около 78 тысяч квадратных метров. Перепад высот, представьте, до 27 метров. Высажено более 1 миллиона растений, то есть это 760 деревьев, 7 тысяч кустарников, 27 тысяч квадратных метров многолетних трав, более 860 отдельных растений. То есть даже язык заплетается здесь. Создано 7 природных зон с типичной флорой. Северные ландшафты, хвойный лес, прибрежный лес, степь, березовая роща, луг, смешанный лес. И, конечно же, днем это все выглядит просто потрясающе. Итак, на территории есть ресторан «Восход». Располагается между зоной поименный лес и гастроцентром. Открылся в конце ноября 2017 года, и концепция ресторана — это меню национальных кухонь бывших союзных республик, космическая тематика в интерьере, панорамный вид на реку, на сам город, режимы работы с 12 до 0, то есть это очень уютный, красивый и вкусный ресторан, рекомендую к посещению. Ну и, конечно же, гастрономический центр. В гастрономическом центре парка Зарядье работает 8 гурме-островов. Это ледяной бар, рыбная станция, вертел, субстанция, лепильная, пироговая, у самовара и витрина с морепродуктами и мясными деликатесами. Обязательно, если вы будете здесь, зайдите, не пожалеете. Режим работы гастрономического центра с 12 до 21. Ну и, конечно же, шикарные виды на город. Вы их постоянно наблюдаете в сюжете, включая виды самого парка и той красоты, которая просматривается в вечернее время суток. Тут невероятно красивые виды. Смело можно брать с собой технику с оптикой хорошей, делать красивые памятные фотографии для своих сетей, друзей, страничек и альбомов. Ну а для тех, кто приехал сюда на машине, есть парковки в Зарядье, то есть парковка рассчитана на 430 машин. Есть и места для маломобильных граждан, примерно 33 места. Внимание уделяется и здесь повышенное. Паркинг платный, работает он круглосуточно, будни и выходные обходятся в 250 рублей примерно в час. Ну а бесплатно для ветеранов, для инвалидов, для родителей и законных представителей детей инвалидов. Ну и, конечно же, бесконечные пешеходные дорожки, мостики, прудики и многое-многое другое. Все в кадр, к сожалению, не попадает, но это дает изюминку. Вы увидите многое для себя интересного, необычного. Приходите и не пожалеете. Я вас пытаюсь заманить в интересные места города. Поверьте, тут очень хороший маршрут. Напомню, что мы с вами двигались от Лубянской площади, начинали с улицы Новая площадь, и вот уже здесь в продолжение вы на канале можете найти зарисовки, как и до Лубянки. Вы можете прогуляться от Белорусского вокзала по Тверской улице, свернув к Большому театру. Ну и далее на этот маршрут через Камергерский переулок. В ночное время суток он просто утопает в огнях и фастфудных зонах, ресторанчиков, кафешек. Там тоже шикарные виды. Гуляет молодежь, музыканты и многое-многое другое. Поэтому
На канале уже сегодня много сюжетов. Переходите по ссылке. В шапке канала есть кнопочка All My Videos. Там удобная навигация по моим сюжетам. Выстраивайте невероятные экскурсии по Москве. Я обязательно приложу поездку на машине вокруг этих мест. Вы сами все увидите общим взглядом. Будет продолжение от Зарядья. Мы пройдем через Кремль к Охотному ряду. Посмотрим, как все выглядит в ночное время суток. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе и будьте с нами. В правом нижнем углу есть кнопка, не забудьте нажать на колокольчик, и вы узнаете о новых моих сюжетах. Ну и позвольте оставить вас немного наедине с очередной своей зарисовкой. Я с вами не прощаюсь, жду вас в комментариях и последующих сюжетах. Ну а пока.